Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События до конца октября 2023 года. Давайте узнаем подсказки карт. Э, Надо сказать, что этот период второй половины октября у нас совпадает с коридором затмений, который начался с солнечного затмения в знаке зодиака Весы 14 и закончится 28 с лунным затмением в знаке зодиака Телец. И какая-то история ж не заканчивается. Как раз и Юпитер, и Уран, две серьезные планеты, пробудут до конца года в знаке зодиака Телец в ретро-движении. Какие-то вопросы, кстати, как и в октябре, это скорее не то новое, совсем что-то новое с нуля, а какая-то прежняя история, задумка, может быть, ваша, или то, что вы хотели осуществить, например, или какая-то тема, которая уже проигрывалась или была для вас интересна в начале года, вот может получить свое развитие. Или, может быть, это было где-то в апреле. Мы словно между прошлым и будущим. Вот в этот период можем находиться. Давайте мы узнаем, что думают карты. Хотя правящая, если мы говорим, планета Венера как для весов, так и для Тельца. Вопросы взаимоотношений, взаимоотношений как в социуме, так и личная жизнь. В целом благополучие, заработков и финансов. Вот, наверное, это то, что будет актуально в эти 2 недели до конца октября. И у нас сегодня колода добра, мои дорогие. Ее прорисовала великолепный таролог и художница Колет Барон Рид. И она взяла за основу классику, классическую колоду 78 карт, но подает изображение с позиции позитивной психологии. Вот, мои дорогие, в этот период турбулентный, когда все меняется, самое главное быть добрее к собственной душе, к самим себе. Вот, наверное, это очень будет важно. Итак, что придет? Давайте мы узнаем. Достанем одну карту. А что уйдет? Чем дело кончится? А чем сердце успокоится? Что нас будет радовать? Что скрыто? Достанем такую карту. Это то, что мы можем не видеть, не заметить или не придать значения, внимания. И далее 3 карты, 3 события. Хотя, может быть, и событие что-то одно, но с составляющими. Наверное, у каждого по-своему, правда? Итак, что придет? Луна. Но не могу сказать, что придет. Может быть, это уже какой-то период. Это какие-то неопределенности, какие-то непонятности. Это старший аркан. Обстановка, в которой вы находитесь, может быть, она не дает возможности что-то расставить по местам или с чем-то определиться. Определенно продолжение чего-то следует, да, придет. Может быть, это и не то, что приходит вот к нам, как я уже сказала, с нуля, а вы хотите сами внести больше ясности по тому или иному вопросу, который тянется у вас как раз, может быть, с начала года, с чем-то определиться, словно чтобы не быть в подвешенном состоянии или в каких-то, с одной стороны, иллюзиях, в других, с другой стороны, в каких-то, опять же, неопределенностях или в какой-то, ну, такой сомнительной ситуации. У кого-то тоже такое может проиграться. Знаете, здесь может быть еще и когда где-то то, что мы, ну, может быть, хотели бы осуществить, по какой-то причине не получается. И карта нам говорит, быть вообще, ведь это карта интуиции, быть внимательным подсказкам шестого чувства, тем не менее, потому что мы сейчас не видим отчетливо что-то. А тут как раз большие возможности по этой карте, в этой колоде добра. Так вот, большие возможности скрываются в тени, словно за кулисами. А текущая ситуация, она может быть недостаточно правдива. Вот до конца октября вот что-то такое, как сумерки словно. И мы не можем себя подвергнуть риску. Вот это самое главное. Мы должны что-то просчитать. Мы не должны с чем-то ошибиться словно. Слушайте как и свою интуицию, так и не торопитесь. Вот это, наверное, самое главное. Нет торопливости, когда
Ну, правда, у нас все меняется настолько быстро. Утром одно, тут уже не то, что на завтра, а уже к вечеру мы что-то узнаем совершенно, ну, то, что мы даже не ожидали узнать. Мы понимаем, что да, что-то вокруг нас, словно вселенная разворачивается или какие-то перемены происходят, и нам приходится или придется в последующем как-то провзаимодействовать с какими-то новыми или в новых условиях, или с какими-то новыми, может быть, положениями или с какой-то новой ситуацией. Вот просчитать наперед пока, правда, невозможно. А что уйдет? Тройка воды. Это карта праздника. Ну, видимо, что-то у вас, тем не менее, получится со знаком плюс. Но это вас порадует и как будто уходит, понимаете? Значит, что-то вы сможете либо завершить, закончить, или, словно признание в любви получить иногда, по этой карте проходит именно состояние души, эмоционального такого комфорта. Но это, тем не менее, нам выпадает как проходящее, и поэтому вот в этих самых эмоциях мы где-то не должны застрять. Это будет для нас важно. Может быть, это как общая какая-то цель по этой карте тоже идет. Может быть, вы надумаете, если прежде была только такой, как проект, задумка, виртуальная, а не поменять ли мне работу. Ну вот вы просчитываете. А обстановка, ну, пока не способствует, чтобы именно решение окончательное принять или первые шаги сделать, то здесь вы эти цели можете тоже где-то пересмотреть, от чего-то отказаться, но и где-то наметить себе новые. Давайте, чем дело кончится, посмотрим. По четверке огня, тем не менее, дело кончится очень хорошо, правда, вы останетесь довольны. Это карта якоря, это вообще солнечная карта. Карта как и вдохновения, так и карта уверенности в собственных силах. Когда у меня все, кстати, под контролем, посмотрите, какая радостная. Нам ангел в виде бабочки, словно на свирели играет вот какая-то волшебная музыка и умиротворение. И опять же, посмотрите, огни, как будто такое светлое пространство, солнечное и еще подсвечиваемое огнями. Ну вот, если была какая-то муть, но тем не менее она заканчивается у вас, мои дорогие козероги. Поэтому даже если на начало второй половины октября, вот как по карте Луна, есть какие-то неопределенности или то, что мы сказали, как за кулисами, постепенно, видимо, к концу месяца что-то для вас определенно прояснится. И дело закончится больше в вашу пользу, сказала бы так. Это радость, это гармония. Чем дело кончится? Это исцеление. Опять же, это тоже праздник, видимо. Ну, может быть, какой-то праздник у нас такой, знаете, как приходящий или проходящий. Но вот по четверке огня, если мы говорим это уверенности, якорь, это тот праздник, который с нами все-таки остается на длительный период времени. Это где-то наша уверенность, это если мы говорим исцеление, исцеление от каких-то сомнений, от сложных эмоций, может быть, от разочаровывающих эмоций. У каждого своя история. Но радость приходит какая-то. Вот чем дело закончится? С чем-то вы определитесь, закончится, завершится, точнее, тот период, который для вас, может быть, был как сложен эмоционально, психологически, так и не давал какой-то конкретики. По четверке огня тут именно конкретика какая-то. А чем сердце успокоится? Ну, конечно, успокоится. Семерка земли. С одной стороны, мы можем чего-то и ожидать. Тут что-то не произойдет быстро. Все идет своим чередом. Где-то благодаря вот этому темпу вам не придется себя подгонять, и вы будете где-то в своих энергиях. Вот как вы все рассчитали. Вот смотрите, какие две солнечные прекрасные карты, как и чем дело кончится, и чем сердце успокаивается у нас, да? Так вот здесь, знаете, мы как будто учимся именно в этой колоде по семерке земли, как будто проходить какие-то жизненные перекрестки, себя перенаправлять на то, что более практично, на то, что более надежно, принимать важные решения. Это какая-то новая стратегия по этой карте, и словно мы меняем наше направление. Вот чем сердце успокаивается. У кого-то это может проиграться как в работе. Я меняю работу. По этой карте могут быть как пассивный доход,
так и новые способы заработка. Как будто деньги в рост все же по этой карте идет. И земля– это ваша стихия, это уверенность. По этой карте, знаете, вот как прочно стоять на земле. Вот чем сердце успокаивается. Как и якорем. Так вот этой вот надежностью, прочностью какая-то ситуация у вас будет точно под контролем. Так, а что в тени, вот мы спросим, да, или что скрыто по семерке огня? Ну тут да, как будто вот так скрыто. У нас изображен единорог волшебный и звезды, да, светлячки, точнее, они как звездочки, словно парят в пространстве. Какая-то идея нам может прийти в голову, и нам ее захочется продвигать. Или карта как раз выпадает напротив карты Луны, и может еще свидетельствовать о том, что мы можем, знаете, словно благодаря нашей настойчивости добиться какого-то очень хорошего результата. По этой карте есть такой момент иррациональности, как будто инакомыслие. Если единорог, вы видите или можете видеть ситуацию совсем не так, как видят другие. И вот что скрыто, для кого-то может быть скрыто, а то, как вы ее оцениваете, опять же, обстановку, ситуацию, какое-то дело конкретное, с вами могут не соглашаться. И тем не менее, по этой карте говорят, не теряйте своих ориентиров. Скорее всего, вы в чем-то правы. Может быть, по этой карте нам и придется где-то какие-то трудности преодолевать, но карта призывает нас быть верными самим себе. Потому что, видимо, вот эта непонятность, вот эти сумерки, как по Луне, ведь это проходящее. И по карте Луна нам говорят, выглянет солнце, все встанет по местам. Значит, может быть, как подсказки вашей интуиции, они тоже будут, скорее всего, очень правильные в этот период. Может быть, нет пока еще, знаете, практически каких-то фактов, когда вы можете это применить к своим предчувствиям. Вот пока. Но интуиция дает совершенно отчетливые подсказки, как нужно действовать или, наоборот, где-то притормозить, не педалировать какую-то обстановку. Поэтому доверяйте себе. И очень важно быть добрее к себе, повторяюсь, мои дорогие козероги. Давайте мы узнаем, что же за события. Ну, добрее так это точно, потому что по шестерке воды, правда, вот у многих сегодня выпадает эта карта, кому я делаю расклады. И шестерка воды– это карта прошлого. Вот хотим или нет, но это карта где-то ностальгии, воспоминаний, эфемерности какой-то, то, чего уже нет. Могут быть и те отношения, где-то о себе напоминают люди, может быть, из прошлого, вот как раз узел между прошлым и будущим у нас тут такое получается на вторую половину октября. И мы должны что-то, может быть, и завершить, что-то проводить с душевным спокойствием, особенно то, что мы не в силах изменить. Вот где-то об этом нам говорит карта. Но нас это уже не цепляет. Вот какая-то такая переоценка может быть. Давайте второе событие. Ух ты, десятка огня, много импульсов, много возможностей. У вас может быть много идей. Или для кого-то из вас это много предложений. По этой карте у вас достаточно сильная позиция на данный период, но поддаваться импульсу все-таки определенно не стоит. Мы как будто можем, если будем пытаться где-то всем угодить. Или будем пытаться в режиме многозадачности во второй половине октября находиться, работать или браться за все дела, давать много обещаний. Мы закончим каким-то эмоциональным выгоранием. Вот это идет по этой карте. Не брать слишком много, нам просто говорят. Видимо, вот как по четверке огня, так и семерке земли. То, что я сказала, да, чем дело кончится, как и чем сердце успокоится. Есть определенная конкретика, есть какой-то якорь, есть то, что у меня под контролем, и есть моя какая-то стабильность благополучия. И как будто вот в этих направлениях, как нужно и сохранять, так и продвигаться. Здесь, знаете, по десятке огня, как будто нам говорят, настало время с чем-то распрощаться. Вот, наверное,
с этими иллюзиями или с тем, чем мы как будто буквально горели. Посмотрите, девушка прекрасная, словно ловит сгорающие бумаги, на которых она могла свое написать, может быть, ну, не совсем мечту, а может быть какое-то направление, да, или чаще это как изображение пост-ита, или, как это называется, бумагу, которую мы обычно клеим, да, с клейкой основой. Извините, не помню, как это называется по-русски, но я думаю, вы меня понимаете. Мы часто себе такую напоминалку, как антисклерозник, пишем, что мне нужно сделать за день. И здесь вот как будто это сгорает, не имеет уже значения. И поэтому мы действительно чему-то можем сказать прощай. Это может быть связано как с прошлым, а может быть и какие-то как относительно новые предложения или наши собственные мысли, но здесь мы оттолкнемся от какой-то конкретики, надежности и придем к выводу, нет, игра не стоит свеч, а собой рисковать не буду. И карта нам говорит, и очень правильно. Третье событие – пятерка Земли. Мы вот как раз просчитаться-то с чем-то не должны. Здесь больше, вот как по четверке огня возвращаюсь, так и по семерке Земли. Тут то, что стоит на повестке дня. Не должно быть какого-то риска у вас. Будь то это где-то касается в отношениях, да, мы не даем обещаний. Где-то, я бы сказала, просчитать деньги нам определенно придется. Как будто по этой карте больше нам будет помогать, знаете, когда мы не поддаемся каким-то уговорам, да, или сталкиваясь с пафосными людьми, которые, может быть, много говорят, много обещают, карта говорит, а внешность обманчивая. И результат будет совсем как бы далек от ожидаемого, поэтому прошляпить мы тут точно чего-то не должны. Тут больше мы ориентируемся на какой-то постепенный прирост, ну, надежный, чем на какой-то сиюминутный успех. По этой карте нам говорят, богатство как раз изобилие, процветание доступно, но вряд ли это придет в один момент. Тут больше зависит от наших приложенных усилий. Я думаю, Козерога этим не удивить. Тут именно просчитано что-то должно быть, и не должно быть места импульсу. Без душевного надрыва, а так вот конкретно, по факту. Вот как по картам. Четверка огня и семерка земли в этой колоде. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.